В эфире программа «Акцент дня», в студии Алексей Кандауров. Здравствуйте. Ежедневно мы обсуждаем самые острые и резонансные темы. Сегодня поговорим о планах США по замене Зеленского и кто может стать президентом Украины. С нами на связи политический обозреватель, публицист Елена Маркосян. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Зеленскому в США начали искать замену. Чем он вызвал недовольство или недоверие своих покровителей? Чем? Результатами на фронте, естественно, и крушением финансовых перспектив для западных компаний на этой территории. Потому что Америка и вообще Запад, он смотрит на Украину как на свою территорию. Что там уже принадлежит украинцам и Украине, сложно оценить. Потому что все распродается, вывозится, развозится, в общем. И когда они смотрят на эту территорию как на свою, естественно, им нужно, чтобы управляющий был эффективным, а он оказывается не очень эффективным. Американцы же вы видите, Байден не понравился, рейтинги упали, все, убрали Байдена из кампании. Они привыкли так действовать. Это недальновидный подход, очень резкие такие движения. Но я вам скажу, России Зеленский нужен живым, здоровым, невредимым, чтобы мы могли его привлечь к суду за то, что он сделал. А американцам он пока нужен, но я не думаю, что у них это сейчас получится быстро. Может быть, через какое-то время, может быть, когда этот крах на линии боевого соприкосновения на всех участках фронта станет очевидным, когда армия побежит не одним, отделением, которое там в Харьковской области просто оставило, позиции, и с оружием в руках побежали. Ограбили там какой-то магазин продуктовый, водочки, закусочки взяли, деньги забрали. То есть развал армии это, конечно, страшная ситуация для Украины, но она уже начинается потихонечку. Поэтому, когда этот процесс станет уже неостановимым, то есть неизбежным, тогда нужно будет принимать какие-то решения. А какая разница, кого менять? Зеленского, он сейчас нелегитимный. Кого сейчас можно на его место поставить? Какие будут полномочия у этого человека? Абсолютно непонятно. А означает ли желание США сменить просроченного президента как повод начала переговоров с Россией? Нет, не означает, потому что кто бы сейчас не хотел переговоров с Россией, Америка или Европа или еще кто-то, России уже не выгодны эти переговоры, ни в каком качестве, абсолютно. Что бы там ни говорила Россия и российское руководство о том, что они никогда не закрыты для переговоров, то Путин поставил точку в этом вопросе после Курской операции. С кем вести переговоры? В Америке полномочия Байдена заканчиваются, там выборы в ноябре, осталось 1,5 месяца. Какие решения он может принять? Никаких. В ЕС та же самая каша, у них полномочий нет вообще вести эти переговоры, потому что Британия еще там как-то определяет работу и положение на украинских фронтах. А ЕС нет, марионетки, причем очень легко управляемые. Понятно откуда. Поэтому я думаю, что здесь ситуация выглядит так, что переговаривать пока не с кем. США в качестве потенциального украинского лидера видит Арсена Авакова. Почему он? Дело в том, что ввиду того, что полномочия президента уже остановились, закончились, а 29-го, конец августа, заканчиваются полномочия Рады. Любые решения, которые будут приняты, они будут приняты только для переговоров совершенно определенного толка. Это переговоры о капитуляции армии. Другого смысла ни для кого нигде нет. Поэтому сначала капитуляция. С кем можно вести переговоры о капитуляции? Это прежде всего с представителями Генерального штаба. И второе, это с представителями силовых структур. Аваков – это не та фигура, на которую можно было бы сделать ставку в этом плане. Аваков может быть тем человеком, которого Запад предложит в качестве фигуры для подписания такой капитуляции. Но она совершенно неинтересна и ничего себе не представляет. Им выгоднее поднять персону Ющенко,
как бы из подполья, вывести его и сказать, что все-таки он был вице-президент, ну не вице-президент, он экс-президент, да, он был президентом. И здесь отстаивал определенную идею Украины. И здесь в качестве как бы человека политической фигуры он может выступать для каких-то переговоров. Это проще, это понятнее. Более того, на Ющенко не лежит, за ним нет такого кровавого шлейфа, как за тем же Аваковым. И о нацбатальонах можно много говорить, но то, что сейчас происходит в отношении нацбатальонов, это попытка их вывести за территорию Украины, потому что это готовые военные подразделения, очень мотивированные, способные убивать. И их уже выводят, и использует Запад. Он часть этой армии украинской заберет. И прежде всего нацбатальоны. Понимаете? Поэтому здесь как бы сделать ставку на Авакова, я считаю, что это первый вброс как бы для поиска фигуры и для дистанцирования от того, что сейчас происходит в Киеве на фронтах, и от того, что делает Зеленский. Сейчас Запад будет дистанцироваться от того, что он делает. Будут его дискредитировать, будут показывать всему миру, что это не та фигура, которая может спасти Украину и так далее. Но это уже поздно. Создали... Про смену Зеленского этим летом говорили уже не раз. Да, пусть этот шкаф Да, теперь будет... называли кандидатуры и Порошенко, и Кличко, и даже Залужного. Вот США не могут определиться, на кого поменять Зеленского? Нет, дело не в этом. Дело в том, что их интересует дата, ну, по сути, да, и задача. Задача понятна. Задача сохранить государственность Украины в том качестве, в котором она сейчас есть, на любой территории. Я люблю повторять эту фразу, я когда-то сказала еще 2 года назад, что этим будет заниматься Запад. Это сохранить государство Украина в размере хоть хутора, хоть кабака придорожного. Понимаете, любая территория их устроит для сохранения государственности. Почему? Потому что они смотрят на эту территорию как на свою собственную. Там много собственности, там много капитала, там много недвижки, там много всего. Вот. Поэтому им нужна эта государственность для того, чтобы было с кого требовать долги, и с кого требовать собственность, собственно говоря, свою. Да? У них много Вот. капитала и в Донбассе, и Новороссии. Ну, кто из них об этом думает? Это мы так считаем. Вы посмотрите, BlackRock, да? Пшеничку, как они хорошо торговали, да? Руководителя вот этой крупнейшей нашей, южной в свое время нашей, говорю почему, потому что тогда я жила на Украине, Белон компания. Все пахотные земли юга России, они этим занимались. Надо было поменять, передать это все в нужные руки. Ракетой бахнули по дому, убили семью вместе с этим директором. И все, вопрос закрыт. Государство распорядилось. И все. То есть они по-своему работают, как всегда. Складывается впечатление, что США уже развернули мощную кампанию по дискредитации Зеленского. Это так? Да, конечно, конечно. Они ее начинали сразу после поражения в контрнаступлении. Вот когда контрнаступление тогда захлебнулось, они начали эту кампанию. У них она расписана, они знают, что говорить, как говорить. Вбросы, которые появляются о том, что он там купил, виллу, которым Стинг владел там, и так далее. То есть это все звенья одной цепи. Они знают, что нужно говорить. Главное, чтобы в отместку Зеленский не начал говорить слишком много. Поэтому он жив, пока Украина существует. То есть кампания началась еще с прошлого лета, получается? Конечно, конечно. Ему показали, что можно делать. И потихонечку весь наработанный материал этой кампании вбрасывается постепенно. Нужно дистанцироваться от какой-то ерунды. Добавляют материала. Не нужно. Все, замолкают. Они очень хорошо регулируют это. Настройка инструмента происходит такая, знаете себе. Мажор, минор, постучали. Они работают железно. У них эта технология отработанная, и они знают, как это делать. Поэтому они будут это делать. Я не сочувствую Зеленскому, но я понимаю, что на сегодняшний день Запад не учитывает изменившуюся ситуацию. Они все еще считают себя исключительными и великими. А в это время
сильные государства, такие как Китай, Россия, абсолютно юг, так называемый, Индия и так далее, они выработали отношение к Западу. У них новый тренд. Они смотрят на них как на политическую шпану. Они на них так посмотрели. Они начинают себя вести по отношению к ним так же. То есть они учитывают неадекватность, они учитывают бесшабашность, безответственность. Все это учитывается. И силу учитывают в том числе. Но могут продержать там кого-то в ожидании в приемной по 1,5 часа. Это делают все сильные страны сейчас. Потому что они посмотрели на Запад иначе. Запад пока еще не способен вот это почувствовать, ощутить, понять, осознать. Поэтому здесь они считают, что они будут определять, кто какие переговоры будет вести. Но России не нужны переговоры на самом деле. В ближайшее время не нужны. Коль скоро появилась фамилия Авакова на горизонте, какие так называемые сильные стороны его привлекают американцев? Ну, он выстроил взаимодействие нацбатов, превратил их в большую часть этой структуры. Он создал это как систему и структуру. Там появились вот эти подразделения, которые как бы за невеличку плату, как принято говорить, да, могли там ходить на какие-то акции, мероприятия. Это политический силовой ресурс. Это силовой ресурс политической как бы группы. Ему это удалось, он умеет это делать. Под его, собственно говоря, руководством был создан сайт «Миротворец». Многие идеи, которые он реализовал в плане установления вот этого режима террора на Украине, она очень серьезная. Он умеет такие вещи строить. Поэтому я не знаю, насколько их устраивает его человеческие качества, да, и его способность как бы действовать как политику. Но я думаю, что за ним слишком много компромата, настоящего, серьезного у Авакова. Значит, такая фигура всегда более манипулируемая, ну не то, что более управляемая, вот так бы я сказала, во всех действиях, в том числе и в заключении договора с Россией. Если Авакову скажут, что нужно сделать вот это, подписать отказ от этих территорий и так далее, он это сделает. Он просто это сделает. Разговор о нацбатальонах – это разговор о возможной, так сказать, постановочной форме очередного государственного переворота на Украине. Это тоже возможный вариант. Если они увидят, что иначе государственность спасти нельзя будет, нужен будет госпереворот. Кто сейчас на Украине может совершить госпереворот? Только и исключительно нацбаты. Больше некому. Некому. Как и в 2014 году. Да, как и в 2014 году, совершенно верно. Как считаете, у американцев уже есть сценарий прихода Авакова или кого-нибудь другого к власти на Украине? Сценарии разрабатываются, их несколько, и они есть и под Авакова, и под Кличко, и под Ющенко. То есть они любят писать сценарий. Голливуд работает, как мы говорим, ну, политический. Вот. Поэтому я уверена, что сценарии есть, и я думаю, что и Россия это понимает и видит. Просто нам все равно. Для нас это ничего не изменит. Вот все сценарии, которые пишутся, они пока не учитывают того момента, что для нас это ничего не изменит. То есть мы свое решение приняли, мы свой выбор сделали. Нас интересует только один сценарий, который был предложен Западу осенью 2021 года. Вот этот сценарий нас устраивает. Все. Как дальше вы будете его реализовывать? Нам, по большому счету, в какую сторону у вас пилотка, извините, ну как-то совсем не беспокоит. Вот. Потому что сковородка всегда в руках. Что ждет Зеленского после того, как он лишится звания лидера Украины? Его ждет либо смерть, либо суд. И он это прекрасно понимает. Все дело в том, что вся команда, которая сейчас в Киеве сидит, она прекрасно понимает, что с остановкой войны и с поражения для них означает не только там потерю денег, какой-то собственности, это уже потеря свободы и жизни, поэтому они будут идти на все, чтобы этого не получилось. Это страшный момент для Украины на самом деле. И не только для Украины, но они сами загнали себя в эту ловушку. Они военные преступники из-за того, что они сделали. Спасибо, Елена.
Да, удачи. С нами на связи была обозреватель-публицист Елена Маркосян. Это была программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». До свидания.